Привет из Турции! В этом видео поговорим о еде на шведском столе. Раньше я думала, что питание в пятизвездочных отелях одинаковое, но я побывала во многих отелях и поняла, что это совсем не так. Давайте сравним, чем кормят в хороших и в бюджетных пятерках. Вы удивитесь, насколько разное наполнение. Конечно, дорогие и бюджетные пятизвездочные отели Турции отличаются не только питанием. В элитных резортах лучшие номера, другие развлечения и более высокий уровень сервиса. Но сегодня поговорим именно о питании. Для чистоты эксперимента я проверила отели в разгар сезона. Оба резорта расположены в Сиде и заполнены на 100%. Более дорогой отель – Commodore Elite Suites and Spa. Он действительно хорош во всем и достоин звания настоящей пятерки. Сравнивать питание я буду с бюджетным отелем Seher Sun Palace. К нему у меня много вопросов, но он популярен среди туристов. В обоих отелях гости накладывают еду сами, за исключением некоторых блюд. В бюджетном отеле на завтрак изо дня в день готовили одни и те же блюда. Иногда менялся вид омлетов, например, с помидорами вместо колбасы, или каши, например, рисовая вместо овсяной. Чем же кормят на шведском столе в недорогом пятизвездочном отеле? У нас на выбор 1-2 блюда из яиц, помидоры под сыром, картошка фри, блинчики. Обязательно есть овощное блюдо, цветная капуста, тушеная фасоль или кабачки. Из выпечки только хлеб и булочки. Никаких круассанов или пирожков. С оливками все стандартно. Такой выбор предложат в любом отеле. Также на шведском столе обязательно есть зелень и свежие овощи. Целый стол огурцов и помидоров. Кажется, что всего много, но по сути их просто по-разному порезали. На шведском столе 3 вида колбасы и 5 видов сыра. Все сорта турецкие. Их разложили по-разному, поэтому кажется, что всего много. Напитки к завтраку – чай, кофе и сок из автоматов, похожий на юппи. Из фруктов дают 2 вида винограда, арбузы, яблоки, груши и сливы. На сладкий завтрак 4 вида хлопьев, изюм. Варенье и джемы дают в коробочках и в чанах. Еще тут недорогой лукум, фрукты в сиропе и йогурты, сладкие и несладкие, халва, шоколадная паста и мед. Вот и все. Итак, мы в дорогом отеле. Посмотрим, чем здесь кормят на шведском столе. Хлопья и сухофрукты тут гораздо интереснее. Цельный грецкий орех, инжир, курага, манго, киви, чего только нет. Мед предлагают в сотах и в чанах. Я насчитала больше 10 видов варенья с целыми фруктами и в виде джемов. Есть даже диетические варианты без сахара. Из выпечки тут десятки видов теплых булочек и бубликов, круассаны, самый разный хлеб, пончики, рогалики, пироги. Обязательно есть каша и суп. Из напитков к завтраку есть смузи, фреши, чай и кофе, хорошие соки. Все это предлагают бесплатно. Из овощей, конечно, помидоры и огурцы, море зелени и перцы. А вот тут консервированные фрукты и оливки. Некоторых сортов я даже раньше не видела, хотя часто бываю в турецких отелях. Ну и какой завтрак в Турции без йогуртов? Но тут не только классические, а еще и диетические варианты. Фруктов здесь гораздо больше, чем в бюджетном пятизвездочном отеле. Тут вам и свежий инжир 2 сортов, и киви, и персики, чего только нет. Переходим к мясным закускам. В настоящем пятизвездочном отеле на шведском столе не только колбаса и ветчина. Есть копченая рыба, натуральный паштет, копченая говядина, анчоусы. Сыры в настоящей пятерке не только турецкие, но и европейские. Среди них и достаточно дорогие сорта – бри, камамбер, чеддер и пармезан.
Горячие блюда менялись ежедневно. Тут омлеты в разных видах, блинчики и сырники. Обязательно есть тушеные овощи и что-то мясное. Чаще всего сосиски или колбаса. Еще есть горячая выпечка. Несладкие открытые пироги, гёзлеме и пицца. Выбор действительно хороший. На террасе всегда стоит повар. Вы выбираете наполнитель, а он жарит вам омлет. Рядом с ним еще несколько горячих блюд. В отеле «Коммодор» очень внимательный персонал, а вот в бюджетной пятерке сотрудники будто не успевали проснуться к началу завтрака. Теперь сравним обеды в отелях Турции. В бюджетной пятерке они начинались с очереди за горячим. В дорогом отеле такого никогда не было. Состав обеда в отеле Сехер Сан Палас почти никогда не менялся. На шведском столе первым стоял рис, дальше запеканка или тушеные овощи, затем курица. Рядом еще два варианта овощей, обычно шпинат или кабачки. Далее жареная или вареная рыба, всегда одна и та же, и макароны. На этом с горячим все. Никакой традиционной турецкой выпечки на обеде не было, только хлеб. Рядом суп. В зоне холодных закусок предлагают различные салаты. В составе свежие и маринованные овощи, вареная картошка, яйца, жареные кабачки и баклажаны. Еще 2-3 вида сыра, копченая рыба или курица. А напротив уже знакомые нам по завтраку овощи. Нарезали огурцы и помидоры кубиками – 1 салат, добавили лук – 2, заправили маслом – 3, то же самое, но колечками – 4. Зелень, оливки, соленья – тут все стандартно. Выбор фруктов с завтрака не изменился. На десертном столе бисквиты, рулеты, фруктовые пироги и желе. Напитки как на завтраке, но за обедом уже можно брать пиво или вино. Посмотрим, что предлагают в настоящей пятерке в Турции. Это зона салатов, солений и других холодных закусок. Здесь салаты из морепродуктов, королевские креветки, классические турецкие пасты. Кстати, рекомендую их попробовать. Это очень вкусно. Далее различные соленья и сыры. А рядом овощная нарезка и зелень. Обратите внимание, как много тут необычных блюд и даже заправок для салатов. Выбор соусов для овощей на шведском столе не меньше, чем самих овощей. Легко собрать что-то под себя. Еще есть оливки, копченая рыба, отварные холодные овощи, стандартные и необычные угощения. Состав закусок и горячих блюд на каждом обеде в отеле «Коммодор Elite Suites & Spa» менялся. Обязательно есть тушеные овощи и какие-то интересные гарниры. Готовят картошку в разных видах, от пюре и фри до гратенов. Еще есть рис, макароны и овощи. Два вида супа, горячая пицца, пиде, лепешки. Выбор хороший. На шведском столе предлагают турецкие и европейские горячие блюда. Мясо и птица изо дня в день не повторяются. Например, если сегодня на обеде жареная индейка, то завтра будут перепелки или утка с фруктами. Обязательно есть рыба, хорошие стейки лосося или тунца, морской окунь или что-то еще. Мясо жарят и тушат в нескольких видах. Еще готовят пасту, плов, диетические блюда. Все, чтобы каждый нашел свое. Ставьте лайк, если считаете, что в хорошем отеле так и должно быть. Как и на завтраке, в ресторане большой выбор свежего хлеба. А для сладкоежек тут и вовсе настоящий рай. Каких только тортов и пирожных здесь нет. Фруктовые и шоколадные, турецкие и европейские, орешки с сухофруктами, пудинги, крем-брюле, тарталетки и пахлава.
на любой вкус. Все не только разнообразное, а еще и красиво оформлено. В хорошем отеле у каждого десерта указывают название, состав и калорийность. Фрукты предлагают целыми и в нарезке. Обратите внимание, что их даже охлаждают с помощью льда. Вот в таких мелочах и кроется отличный сервис. И, конечно, в безупречной работе официантов, которые вовремя убирают посуду с ваших столов и обновляют напитки. Ну и главный показатель качества питания – ужин. В бюджетном пятизвездочном отеле он был очень похож на обед. На горячее уже знакомый нам рис, тушеные овощи, жареная курица. Рыбу к ужину не пожарили, а сварили. Еще пара овощных блюд, говядина и макароны. В отеле Сехер Сан Палас я шла на ужин и уже заранее знала, что там будет. Состав холодных закусок и свежих овощей остался тем же самым. Изменились только салаты. Они смешаны из тех же ингредиентов, которые были на обеде, но состав уже другой. Из напитков на все включено в бюджетном отеле Турции предлагают вино, пиво и крепкий алкоголь. Еще можно взять газировку или сок из автоматов, чай и кофе. Десерты в недорогих отелях часто кочуют с обеденного стола на вечерний. За все время ни разу не было чего-то необычного. На фруктовом столе вечером убрали виноград и дали дыню. И, конечно, никуда без очередей. Ужин в настоящем пятизвездочном отеле я всегда ждала с нетерпением, потому что повара каждый раз чем-то удивляли. На шведском столе предлагают больше 10 видов горячего. Это баранина, говядина, курица, утка, рыба. Все в разных видах. Тушат, запекают, жарят или готовят по турецким рецептам. Обязательно есть овощные блюда. В отеле Комодор часто готовили запеканки. Картофельные, капустные или с грибами. Все очень вкусно. На ужин готовят суп. Всегда хороший выбор соусов, в том числе необычных. И, конечно, пироги, пиццы и другая выпечка. Повар готовит все в огромной печи и подает прямо с пылу с жару. Даже в этом отделе можно растеряться от выбора, настолько много всего. На ужине огромный выбор холодных закусок, салатов, солений и свежих овощей. Видно, что повара любят свою работу. Они красиво оформляют даже самые простые угощения. Дорогие пятизвездочные отели идут в ногу со временем и готовят не только стандартную еду, но и что-то актуальное. В отеле Комодор Элит, например, были салаты с морепродуктами и закуски с авокадо. Тут не остался бы голодным даже самый привередливый человек. Шведские столы в настоящих пятерках отличаются и качеством еды. Вы никогда не увидите тут залежавшихся закусок, а многие блюда повара готовят с нуля прямо на ваших глазах. В бюджетных отелях по вечерам можно увидеть пожухлые овощи, потому что они лежат с утра. В дорогих отелях такого не бывает. Еще чувствуется огромная разница в работе официантов. В настоящей пятерке они убирают грязную посуду мгновенно и незаметно и предлагают обновить напитки еще до того, как вы успеете их попросить. В дешевом пятизвездочном отеле официанты почти не следили за чистотой и не разносили напитки. Кроме того, в отеле Сехер мне несколько раз попались грязные тарелки. В отеле Комодор такое просто немыслимо. Думаю, теперь вы знаете, чем отличается питание в пятизвездочных отелях Турции. Ставьте лайк, если вам интересны честные обзоры турецких отелей. И обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы их не пропустить.